Глава 261. Ловушка. В центральном государстве не было никого, кто смел пойти против Чутеня. По крайней мере, это были не остатки 3 великих семей, но кто же тогда, включить фонарь разума, вокруг распространилось его божественное чутье? Чутянь обнаружил несколько десятков человек, эти люди по-настоящему умели скрывать ауру. Не сосредоточившись, Чутянь не нашел бы их. Его удивило, что команда оказалась очень сильной, большинство находились на 5-6 уровне пробужденной души, а лидер был на 7 уровне пробужденной души. Хоть они и не могли конкурировать с удаленными великими старейшинами, их все равно можно было считать высшими экспертами центрального государства, никаких сомнений. Удаленных великих старейшин Чу, Ло и Е убили, а у семей центрального государства таких сил не было. Должно быть, они из имперского города. Чутянь нахмурил брови. Не из-за мощи противника, а из-за самого факта, что в центральный город послали войска, а он об этом даже не знал. Как он мог быть уверен в происходящем? Удара в спину Чутянь не боялся, но волновался за людей, которые были рядом, особенно за Ин и молодую госпожу. Если бы они повели себя более злобно и жестоко, Чутянь не знал бы, что сделал, узнав про похищение Мэн, Ин и молодой госпожи. Нет, с этим нужно было разобраться. «Кажется, совсем тихо», — прошептала Чэнь Биньюй. «Мне нужно делать ход». «Нет, там эксперт царства истинной души». Чутянь был уверен в силе Чэнь Биньюй, но даже она не могла схватить ни одного из них. Если хоть один сбежит, найти его в городе будет непросто. «Хочешь сказать, что сражаться с невидимым врагом очень невыгодно, а мы должны схватить их всех», — мягко произнес Чутянь. «Пусть они идут по нашему следу. Возвращайся назад и найди старца Юня и старца Юя с братьями, а потом схватите всех злодеев разом». Чэнь Биньюй нахмурила брови. «Слишком опасно. А если они убьют тебя?» Из складок одежды высунулась пушистая белая голова, а на Чэнь Биньюй уставились сверкающие темные глазки. Увидев Лисенко, Чэнь Биньюй поняла, почему Чутянь не боится. Верно. Она почти забыла. У Чутяня был тайный телохранитель, у Лисенко не было боевой мощи, но он был очень умен и обладал марионеткой, в которой хранилась душа адского огня. Еще Лисенок обладал техникой древней семьи и мог несколько раз призвать адского огня. Адский огонь не был таким сильным, как до смерти, но до сих пор был на пик 9 уровня пробужденной души. Он мог остаться невредимым, даже если бы против Чутяня выступил один из 8 маркизов. Хорошо, не колеблясь, Чэнь Биньюй немедленно ушла. Цао Баа провел в город 50 королевских рыцарей, связавшись с 50 рыцарями, оставшимися снаружи, устроил засаду. Они думали, что похитить Чутяня таким составом будет легко, но не ожидали, что штаб-квартира торгового чуда так бдительно охраняется. Там было несколько экспертов царства истинной души, и они, не решившись атаковать в лоб, ждали своего шанса. Наконец-то Чутянь вышел. Но что же, рядом с ним был эксперт высшего класса, королевские рыцари не были слабыми, но справиться с Чэнь Биньюй им было нелегко, они понесли бы тяжелые потери. Так что отряд Цао Баа, не решившись действовать, скрытно следовал за ними. И шанс наконец-то выдался. Пройдя полпути, Чутянь вдруг задумался. Повернувшись, он сказал Чэнь Биньюй несколько слов, а потом Чэнь Биньюй ушла. Странно. Это уловка, нахмурил брови Цао Баа. Не двигайтесь и наблюдайте за мальчишкой. Лиху, посмотри, действительно ли женщина ушла. Худой мужчина сразу ушел, а через несколько минут вернулся. Командир, она и правда ушла. Ладно, всем приготовиться. Ни звука, похитьте его как можно быстрее. Чутяня быстро окружили несколько десятков теней. Чутянь ясно все видел, но притворялся, что не замечает, и непринужденно шел, насвистывая на ходу. Когда он завернул за угол, на него сразу накинулись двое. Ах! Запаниковал Чутянь. В чем? Он сказал лишь половину из того, что хотел. За спиной у него быстро появился Цао Баа, и его правая рука, окутанная черной духовной энергией, ударила Чутяня по шее. Раздался стук, духовная энергия Чутяня рассеялась, и его бессознательное тело осело на землю. Идиот. Цао Баа думал, что им придется приложить немало усилий, но они не ожидали, что Чутянь окажется таким идиотом. Он махнул рукой. «Забирайте его, мы уходим». 2 королевских рыцаря подняли Чутяня, и несколько десятков теней исчезли. Словно ничего и не было. Естественно, Чутянь лишь притворился слабым, Цао Баа не знал, что Чутянь практиковал бессмертное звездное тело, сделавшее его корпус жестким и твердым. Не говоря уже о том, что Чутянь был готов. Чутянь не мог полностью отразить атаку эксперта 7 уровня пробужденной души, но удар можно было выдержать. Стояла середина ночи, и городские ворота уже закрылись. Если они уйдут с Чутянем на руках, то привлекут внимание. Найдя простой дом, Цао Баа унес Чутяня в подвал. Оковы, запечатывающие душу, связывающая веревка, запястья Чутяня обхватили пара черных наручников.
Это были наручники, созданные для захвата культиваторов пробужденной души. Они не только противостояли их силе, но и сдерживали духовный источник культиватора. Без исходного источника сила культиватора снижалась. Также Цао Баа связал Чутеня веревкой, покрытой рунами. Веревка запечатывала меридианы, останавливая циркуляцию духовной энергии и лишая способности сопротивляться. Люди сработали профессионально, и сбежать Чутяню не удалось. «Лиху, сообщи господину, скажи, чтобы он как можно скорее вернулся, есть, остальным охранять двор». Лисенок, прячущийся в одежде Чутеня, перебрался на спину и перегрыз веревки. Потом он принялся за наручники, но их сломать удалось не сразу. Руны на них иссякли, и Чутянь, приложив немного сил, просто сломал их. Цао Баа полагал, что Чутянь не может сбежать, поэтому вообще не обращал на него внимания. Никто не знал, что в любой момент Чутянь может вырваться на свободу, торговое чудо немедленно отреагировало на похищение Чутянь. Узнав, где держат Чутеня Юнь Тяньхэ, 5 братьев Юй и другие эксперты торгового чуда, сразу же туда отправились. «Это здесь?» — хрипло спросил босс Юй. «В центральное государство вторглись люди, и мы не дадим им уйти. Вперед! Взять их всех!» Братья Юй были экспертами царства истинной души. Их сопровождали 66 лучших бойцов банды Огромной Акулы. Банды Огромной Акулы было достаточно, чтобы разобраться с чужаками, не говоря уже о Чэнь Бин Юй, Юнь Тяньхэ и лучшими бойцами торгового чуда и семьи Юнь. «Стойте!» — остановил их Юнь Тяньхэ. «Это могут быть люди имперского города, так что мы не можем их убивать. Нам нужно всего лишь схватить их». Поразмыслив, все решили, что он прав. Бороться с имперским городом для Чутеня было не лучшим вариантом. Босс Юй отдал другой приказ. Лучше всего, если вы их не убьете и закончите сражение как можно быстрее. Атаковав, Чэнь Бин Юй, Юнь Тяньхэ, 5 братьев Юй и 7 экспертов царства истинной души мгновенно окружили десятки королевских рыцарей. Когда рыцари наконец отреагировали, в дикую атаку кинулись еще 200 экспертов. Откуда королевским рыцарям было знать, что они возьмут Чутеня в плен, а потом их сразу же окружит торговое чудо? «Командир, дело плохо, нас окружило множество экспертов, мы не можем их остановить так быстро». «Как это возможно?» «Держитесь». Поняв, что дело плохо, Цао Баа решил забрать Чутеня. «Возьмите пленника и немедленно уходите». Кто мог подумать, что как только Цао Баа отправится за Чутянем, перед ним неожиданно появился лисенок, который вытащил из пасти алую иглу. Проигнорировав его духовную защиту, он напал на Цао Баа и повредил его меридианы, и слой духовной защиты рассеялся. Чутянь уничтожил наручники и высвободил могущественную силу. В небо взлетел нефритово-черный меч демонического бога и устремился к Цао Баа. Плохи дела, он прикидывался, мы попали в ловушку, они заметили, но было уже слишком поздно. Цао Баа выкинула из комнаты. Его уровень культивации был выше, чем у Чутеня, но коварная атака серьезно его ранила. Сердито поднявшись, Цао Баа отскочил. С неба на плечо Цао Баа упала трость из рыбьей кости, и вокруг него сразу же образовался водяной барьер, который запер его. «Советую тебе не двигаться». Подошел к нему босс Юй, холодно уставившись на него. С начала сражения не прошло и 2 минут, а 50 королевских рыцарей уже попали в плен, не ушел даже Цао Баа. В сражении участвовали много экспертов, и шума почти не было, так что город ничего не заметил. Цао Баа счёл это невероятным. Как это было возможно? Откуда в центральном городе столько экспертов? Их нельзя было недооценивать даже в имперском городе. Думал, идиот, что сможешь меня схватить. Вышел Чутянь, отряхнул одежду и посмотрел на плененного Цао Баа. «Говори, кто тебя послал?» Хладнокровно ухмыльнувшись, Цао Баа ничего не сказал. «Даже если ты молчишь, и я все равно могу догадаться», Чутянь махнул рукой боссу Юй. «Очистите местность». Он не их лидер, он просто руководит операцией. Юнь Тяньхэ поразился. «Что?» «Он не лидер. Я слышал, как они говорили, что уже отправили кого-то за настоящим лидером. Мы устроим засаду и схватим их всех». Вдруг Цао Баа засмеялся. «Ты ищешь смерти, раз выступаешь против господина Гоу?» Юнь Тяньхэ был потрясен. Сильный Цао Баа действительно не был лидером. Кто за ним стоит? Насколько он силен? «Кто же он такой? Наша фотостудия. Мы ее все равно откроем», произнес Чутянь. «Я хочу решить вопрос тайно, не создавая центральному городу проблем. Хочу посмотреть, кого отправил имперский город. Ты дождешься своей смерти. Вы всего лишь безымянные муравьи. Посмел обидеть великого господина, так жди теперь смерти». Ха-ха-ха. Улыбался Цао Баа, пока его уводили. Впервые кто-то посмел выступить против великого ученого. Что за бред? Великий ученый был лучшим ученым страны Южного Лета, а его интеллект был широк, как море.
Одно его слово не могло сравниться со знаниями простого человека. Идти против великого ученого значило идти против всех ученых страны Южного Лета. Как шумно. Отмахнулся Чутянь. Заткните ему рот. Глава 262. Этот старец сделал мне больно. Как Гоу Цаньцу мог узнать о произошедшем? Всю ночь он без отдыха искал фотостудию торгового чуда. Как ученый, Гоу Цаньцу всегда был полон любопытства по отношению к новому. Он решил лично испытать технологию фотографии и совершенно забыл про задание и поимку Чутяня. Оказавшись перед фотостудией, Гоу Цаньцу оторопел, потому что перед ней уже выстроилась длинная очередь. Как долго ему придется ждать, вдруг Гоу Цаньцу осенило. Он подошел к людям, стоящим впереди. Это была любовная парочка, которая явно хотела запечатлеть момент. «Привет, я не могу так долго ждать. Можете вы уступить место старцу вроде меня? Прочь, прочь, прочь». Он пользуется своим возрастом. Презрительно отмахнулись молодые. «Сегодня даже благородные старцы должны стоять в очереди», Гоу Цаньцу произнес. «Я могу купить ваше место». «Купить». Переглянулись молодые. «Сколько денег ты можешь предложить?» «Говорю тебе, я потратил немало усилий, чтобы занять место, и ты не можешь относиться ко мне, как к нищему». «Конечно, конечно». Сердце Гоу Цаньцу наполнилось радостью. Он потянулся за кошельком, но вдруг паник. Он забыл золотые монеты, когда оплачивал счет в таверне. Гоу Цаньцу был ученым, а не торговцев, поэтому обычно не брал в путешествие деньги. «Я забыл взять деньги», смутившись, посмотрел на них Гоу Цаньцу, а потом снял с пальца кольцо. Как насчет того, чтобы заменить деньги этим? Кольцо необычно сверкало, предмет был явно необычный. Разве может у великого ученого быть что-то простое? Обычному человеку его хватило бы на 10 жизней. Кто мог подумать, что люди окажутся несведущими? Они посмотрели на Гоу Цаньцу, одетого в богатые одежды, как на мошенника. «Старец, не думай, что можешь обмануть меня, достав какое-то кольцо. Или неси деньги, чтобы купить место, или уходи и не трать наше время. Мне не нужны эти жалкие подачки». От злости у Гоу Цаньцу чуть не скрючился нос. Этот старец — уважаемый великий ученый, его должны уважать даже 8 маркизов, и как против него мог пойти обычный житель? Гоу Цаньцу переполнял гнев, но он не хотел раскрывать свою личность и решил с жителем не спорить. Пока он раздумывал, за спиной появилась фигура. Это был вице-командир королевских рыцарей Ли Ху. «Господин, мы захватили цель. Командир просит вас скорее подойти». «Вы так быстро его поймали?» Нахмурил брови Гоу Цаньцу и махнул рукой. «Не беспокойтесь. У тебя с собой есть деньги, да? Отлично, вытащи их», Ли Ху смутился. Они, наконец, поймали человека, но великий ученый даже глазом не повел. Полный сомнений, он не смел не дать великому ученому деньги. Он сразу достал кошелек, а Гоу Цаньцу увидел там больше 100 золотых монет. Он не считал, сколько точно их было. «Это кольцо твое», Гоу Цаньцу вручил его Ли Ху, а кошелек кинул молодым. Смотрите, молодые открыли кошелек и сверкнули золотые монеты. Там были даже несколько золотых карточек. Молодые знали, что карточка стоит 1000 денежных единиц, боже мой, и это всего лишь за место. Убрав кошелек, юноша сказал: «Раз старый господин так честен, я должен выполнить обещание». «Место твое», юноша увел девушку. Удача поразила его до глубины души. Этих денег было достаточно, чтобы прожить целую жизнь. Богатство лучше прятать, поэтому ушли они быстро. Он жил в центральном государстве, разве в будущем он не сможет сфотографироваться? Гоу Цаньцу занял первое место в очереди. Увидев, что Гоу Цаньцу купил место, богачи начали покупать место за сотни золотых монет. Ли Ху с тревогой почесал в затылке. Неужели старый ученый попал под власть чар? Каким уважением он пользовался? Он прибежал сюда, чтобы повеселиться с местными жителями. Когда небо осветил первый луч света, перед фотостудией выстроилась длинная очередь, но она так и не открылась. Что происходит? Мы ждали всю ночь, и солнце уже встало. Почему она до сих пор закрыта? Гоу Цаньцу немного забеспокоился. Все отложили, потому что чуть и не схватили. Он выкрикнул: «Вы бизнесмены и должны держать свое слово. Раз вы сказали, что откроете сегодня, то должны открыться», люди начали жаловаться. Закрытые железные двери медленно открылись. Вышли несколько сотрудников торгового чуда со слабыми улыбками на лицах. «Не стоит беспокоиться, мы уже исправили все проблемы. Просим вас войти и прожить новый опыт», возликовав, Гоу Цаньцу сказал Ли Ху: «Подожди меня здесь, я приду, когда сфотографируюсь», и он смело вошел в студию. У Ли Ху отвисла нижняя челюсть.
Неужели этот человек правда был великим ученым? Войдя, Гоу Цаньцу поразился тому, что в студии висело много больших картин. Леса, равнины, озеро и даже небо. Каждая была 3 на 3 метра и была четкой, словно отражение в зеркале. «Господин, пожалуйста, сначала выберите фон». Вошел юноша в белой мантии. Гоу Цаньцу узнал его, разве это не Юнь Сяо, которого он видел вчера на площади? Выбирать фон для фото было непривычно. Гоу Цаньцу указал на небо и сказал: «Я хочу этот». Юнь Сяо махнул рукой другому работнику: «Начинай». Гоу Цаньцу следовал указаниям персонала. Когда он оказался перед устройством для фотосъемки, перед ним сверкнула вспышка, и Юнь Сяо дал сигнал, что все готовы. «Что, так быстро? Господин может напечатать фотографию в боковом зале», сказал ему Юнь Сяо и приказал работникам: «Зовите следующего». Гоу Цаньцу даже не успел приготовиться, а фотографию уже сделали, не слишком ли быстро? Войдя в боковой зал, Гоу Цаньцу обнаружил несколько странных инструментов и несколько мужчин-работников. Они спросили Гоу Цаньцу, сколько фото он хочет и на каком материале. От размера зависела стоимость, причем самая дешевая стоила всего несколько монет серебром. Естественно, Гоу Цаньцу выбрал самую дорогую кристальную основу. Работник достал прозрачный белый кристалл и поместил его в печатный станок. На нем быстро напечатали четкое изображение, повторяющее Гоу Цаньцу. Отлично, даже слишком идеально. Гоу Цаньцу летел мимо хвоста дирижабля торгового чуда, который виднелся на заднем плане. Каждый седой волос, каждая морщинка, все было отчетливо напечатано. Это была технология, которая переживет поколение. Камера выглядела небольшой, и если бы она стала меньше, чтобы ее можно было носить с собой, она играла бы совсем иную роль. Имея при себе камеру, наемники, странствующие ученые и поэты могли фотографировать все места, которые они посещают и видят. Будущему поколению достались бы множество фотографий, которые прослужат еще тысячелетия, сжимая фото, словно сокровище. Гоу Цаньцу покинул студию. Если день назад он приехал злой, чтобы устроить Чутяню неприятности, то сейчас его переполняло уважение. Это был великий изобретатель. Гоу Цаньцу чувствовал, как сильно ему повезло. Несколько дней назад он встретил господина Юя, знания которого достигали звезд или морских глубин, а теперь встретил свободного и безудержного Чутяня. Если господин Юй был подлинным талантом, то Чутянь был странным гением. Один талант и один чудак. Множество ученых следовало залиться краской от стыда. Гоу Цаньцу спросил: «Вы ведь не поранили Чутяня? Господин Гоу может быть уверен», — сказал Лиху, ударив себя в грудь. Командир Цао лишь оглушил его. Сейчас его держат в плену, ожидая господина. Ладно, тогда пошли. Оба пришли на незаметный двор. Лиху остановился за пределами двора. Странно. Где все, взмыв в небо, Гоу Цаньцу приземлился во дворе. Вокруг не было ни одного человека, а аура в окрестностях висела странная. Плохи дело, что-то случилось, стоило Гоу Цаньцу об этом подумать, как на земле появился энергетический массив. Гоу Цаньцу оказался в центре массива. Неожиданно духовную энергию Гоу Цаньцу подавила мощная печать. Вперед, хватайте ублюдка, со всех сторон подошли люди, которые возглавляли босс Юй и Чэнь Бин Юй. Были и несколько знаменитых экспертов царства прославленной души. Увидев незавидную судьбу командира, Лиху сердито выкрикнул: «Злодеи! Вы хоть знаете, что он такой? Ты!» Выйдя, Юнь Тяньхэ увидел Гоу Цаньцу и ощутил, как дрожит тело. Он покрылся холодным потом. Великий ученый Гоу Цаньцу. Когда Юнь Тяньхэ это произнес, все подскочили от испуга. Что? Этот старец был великим ученым Гоу Цаньцу. Они действительно напали на самого известного ученого страны Южного лета. Все кончено. На этот раз они разворошили осиное гнездо. Их будут проклинать миллионы ученых страны. Они понимали, что имперский город не мог послать скромную личность, но не ожидали, что это окажется некто настолько важный. Лиху сердито взревел: «Кучка муравьев! Раз вы узнали великого ученого, то почему до сих пор не сдались?» Все, включая босс Юя, колебались. Ловушка, приготовленная Чутянем, могла поймать даже одного из 8 маркизов, и в этом все были уверены. Но они столкнулись с великим ученым Гоу Цаньцу. Смогут ли они с ним справиться? В глубине души Гоу Цаньцу был доволен, потому что пользоваться такой славой было легко. С достоинством в голосе он отчетливо произнес: «Вы все должны сложить оружие». В этот миг бред сивой кобылы. «Держите его!» Распахнулась дверь, и во двор вышел юноша. Он сердито прикрикнул на Гоу Цаньцу: «Я не буду колебаться. Старец, ты и правда посмел причинить мне боль». Все, кроме Лиху, босса Юя и Юнь Тяньхэ, в тот же миг превратились в камень. Чутянь назвал великого ученого старцем. Это оскорбление всех ученых страны.
Чутеня можно было утопить в одном плевке. Ты. Увидев Чутеня, Гоу Цань Цу не только не вышел из себя. Лицо его стало совершенно красным, а глаза чуть не выскочили из орбит. «Да что с тобой?» — приказал Чутянь. «Унесите этого неблагодарного старца». Чэнь Бин Юй вытянула руку и толкнула Гоу Цань Цу на землю. Увидев это, все поняли, что пути назад нет, поэтому набросились на великого ученого и связали его. «Недоразумение. Это недоразумение!» — громко кричал Гоу Цань Цу, пока его уносили. «Нет, Юй, нет. Господин Чу, дай мне шанс объясниться». Глава 263. Армия Южного государства, Цао Бао и остальных заперли в тайной комнате. Эти королевские рыцари и подумать не могли, что попадут в место вроде этого, но они, будучи рыцарями королевской армии, заручившись поддержкой великого ученого, могли хотя бы спасти свои жизни. Даже если бы мужество Чутяня достигало небес, он не решился бы убивать королевских рыцарей. Если бы Чутянь выступил против них, против великого ученого, он бы пойти не посмел. В стране Южного лета хорошо знали имя Гоу Цань Цу. Если дети из простых семей не знали, кто такие 8 маркизов, то имя великого ученого они все равно знали. 20 лет Гоу Цань Цу путешествовал, привозя в страну Южного лета множество книг. Больше половины книг в 8 государственных школах были привезены из крупного королевства великим ученым. Сколько известно ученых было бы, если бы не вклад великого ученого? Как местные купцы нажили бы богатство, если бы не великий ученый, который заложил для страны фундамент? Гоу Цань Цу помог стране Южного лета воспитать мастеров массивов, алхимиков и оружейников. Со вкладом Гоу Цань Цу в королевство не мог сравниться вклад любого маркиза. Он не был благородным, но превысил границы благородства. Даже могущественный король Южного лета, отдавая ему дань уважения, лично наградил его титулом великого ученого. Многие годы Гоу Цань Цу был примерно для ученых страны Южного лета, знания великого ученого были пределом. Всякий раз, когда происходила катастрофа, Гоу Цань Цу спешил в регион, чтобы разрешить ее. Всякий раз, когда найти решение было трудно, его находил Гоу Цань Цу. Тот, кто выступал против Гоу Цань Цу, выступал не только против королевства. Он становился врагом каждого ученого и жителя страны Южного лета. Их плевков хватило бы, чтобы утопить человека 10 раз. Цао Бао выплюнул кляп, затыкающий его рот. «Держитесь, эти дураки не знают, что великий ученый лично прибыл в центральное государство. Разве он не узнает про их необузданные действия? Подождите, и они за это непременно заплатят». Не успел он договорить, как снаружи раздались звуки сражения, а уже через 5 минут привели 2 людей со связанными руками. Это были Ли Ху, вице-командир королевских рыцарей, и обычный седой старец. У Цао Бао чуть глаза из орбит не выскочили. Великий ученый Гоу Цань Цу был крепко связан, а лицо опухло от нескольких ударов. Выглядел он так, словно оказался в неловком положении, что уж говорить о достоинстве великого ученого, центральное государство сошло с ума. Они не могли не узнать великого ученого, первого ученого страны Южного лета можно было лишь уважать. Вы хоть понимаете, что делаете? Кричали в праведном гневе Цао Бао и остальные. Центральное государство хочет навлечь на себя гнев всего мира. Хватит кричать, Цао Бао. Сел Гоу Цань Цу, но в его голосе не слышалось гнева. Лицо его было даже подавленным, словно он получил то, что заслужил. Эта девушка действительно безжалостна, она чуть не переломала мои старые кости. Посмотрел на Чэнь Бин Юй Гоу Цань Цу. Я знаю, что ты телохранитель Чутяня. Где Чутянь? Я хочу с ним поговорить. Гоу Цань Цу не знал, как описать собственные чувства. Приятное удивление. Или подавленность. Никто и подумать не мог, что иностранный купец окажется Чутянем из центрального государства. Если бы Гоу Цань Цу знал об этом раньше, то ни за что не привел бы в центральное государство людей, чтобы избавить Чутяня от неприятностей. В государстве Цин Гоу Цань Цу провел с Чутянем всего несколько дней. И хотя тот был немного дерзким, Гоу Цань Цу был уверен, что тот невеликий злодей, которого волнует слава. Должно быть, сообщение, посланное имперским городом, было ошибочным, вспыхнул яркий прожектор. Гоу Цань Цу прищурился, к нему подошли несколько темных силуэтов. Разложили стул, и на него, закинув ногу на ногу, сел человек. Из-за света за его спиной они не могли его рассмотреть, но раздался знакомый голос: «Только посмотрите». «Кто ты? И сколько здесь человек? Можешь убить нас, но мы ничего не скажем». Разгневался Цао Бао. Его, уважаемого командира королевских рыцарей, допрашивали как преступника. «Просто убейте меня. А у тебя кишка не тонка, мне такие люди нравятся», Чутянь махнул рукой, подавая знак пятому старейшине Юй. «Оттащите его в сторону и избейте». Несколько членов банды огромной акулы вышли вперед, чтобы оттащить Цао Бао в сторону и избить его.
Они действительно посмели его ударить. Неужели центральное государство захватили бандиты? Стойте, стойте, я все вам скажу. Быстро заговорил Гоу Цань Цу. Я расскажу вам все, что вы хотите знать. Так говори же. Эти люди — рыцари грифонов из королевского дворца, получившие приказ от королевской семьи. Их, возглавляемых старцем, отравили в центральное государство, всего их 100 человек. Остальные рыцари ждут приказов за пределами города. Цао Баа с неверием во взгляде посмотрел на него. «Великий ученый, ты, куда пропала смелость великого ученого?» Как он мог так легко сдаться, Чутянь спросил. «Только твоя команда?» «Нет, королевские рыцари — это авангард», не скрывая, ответил Гоу Цань Цу. «В центральное государство отправили маркиза Запада, чтобы он лично доставил ваше превосходительство в имперский город». Чутянь гневно наморщил нос. «Кому принадлежит эта коварная идея — отправить сюда маркиза Запада, чтобы он отвез меня в имперский город?» «Скорее я отправлюсь на небеса. Ваше превосходительство, Чутянь», — быстро объяснил Гоу Цань Цу, — «это всего лишь недоразумение. Я не знал, кто ты такой, иначе ни за что не пошел бы против тебя». Эти слова ошеломили не только королевских рыцарей, но и Юнь Тяньхэ и остальных. «Что, великий ученый знаком с Чутянем? Старец понимает, что ты недоволен. Но ты все равно должен отпустить нас, ведь это королевские рыцари», произнес Гу Цань Цу и вдруг посмотрел на Юнь Тяньхэ. «Старец Юнь, почему ты за нас не вступаешься?» «Я, Гоу Цань Цу, всегда держу свое слово. Ты же знаешь, что я выполняю обещания». Цао Баа и королевские рыцари потеряли дар речи. Чего боится великий ученый? Он яростно говорил, даже столкнувшись с королем Южного Лета, а сейчас вел себя так робко, словно чего-то боялся. «Верно, королевское воззвание». Опустил взгляд Гоу Цань Цу. «У меня в кармане лежит королевское воззвание и тайное письмо безмольного правителя. Прочитав их, ты все поймешь. Мы просто приказали временно возглавить королевских рыцарей, я не подумал бы причинять тебе боль». Чэнь Бин Юй достала королевское воззвание и тайное письмо. Сначала Чутянь взглянул на королевское послание и обнаружил, что это действительно приказ короля Южного Лета. Он хотел, чтобы Гоу Цань Цу объединился с маркизом Запада и отвез его на суд. Тайное письмо безмольного правителя, открыв его, Чутянь тут же нахмурил брови. В письме тот проклинал Чутяня за многочисленные преступления, и там упоминалось даже оскорбление великого ученого Чутянем. Если бы не эта деталь, Чутянь не задумался бы. Когда Чутянь впервые приехал в центральный город, он провел в секте Юнь-Игру, чтобы привлечь внимание семьи Юнь. Сильнее всех пострадали важные ученые секты Юнь, ученики Гоу Цань Цу. Чутянь не помнил, что именно наговорил, но он, кажется, действительно не слишком-то уважал великого ученого. Это наводило на мысли. Разве безмолвный правитель, передавая письмо через великого ученого, не пытался убить чужим ножом? К счастью, Чутянь встретил Гоу Цань Цу в государстве Цин и многому его научил. Нынешний Гоу Цань Цу не пошел бы против него, это повлекло бы неописуемые последствия. Неужели маркиз Божественного Ветра не смог убедить безмольного правителя, или безмолвный правитель хотел его погубить? Он хотел погубить Чутяня и заполучить секрет энергетического оружия. Ситуация складывалась скверная. Король Южного Лета был недоволен Чутянем, а 3 правителя ему не помогли. Торговое чудо не могло спрятаться в стране Южного Лета. Заметив суровое выражение лица Чутяня, Гоу Цань Цу быстро добавил: «Вашему превосходительству Чутяню не стоит волноваться. Старца уважают в имперском городе, и если я вступлюсь за ваше превосходительство, то король Южного Лета тебя, несомненно, отпустит. Даже если вы конфликтуете с 3 правителями, меня то они должны уважать. Чутянь, если ты не можешь положиться на безмольного правителя, то помочь тебе может великий ученый», прошептал ему Юнь Тяньхэ. «Я знаю его, и ему можно доверять». Силы великого ученого не могли сравниться с силами 3 правителей, но он был равен им по влиянию. По крайней мере, он может помочь Чутянь лучше, чем маркизы. Чутянь не мог решиться. «Босс, президент». Вмешался вдруг член банды огромной акулы. «Плохи дела», 5-й старейшина Юй нахмурил брови. «В чем дело? Наши братья заметили в озере 4 государств огромную группу кораблей. Это отряды южного государства, которые направляются к центральному государству. Движутся они очень быстро, так что скоро ситуация станет хуже. Что? Армия южного государства. Королевское воззвание четко приказывает маркизу Запада отвезти тебя в имперский город, но ему не разрешали приводить армию южного государства». Искривился Гоу Цань Цу. «Чутянь, если это армия южного государства, то центральное государство в беде. Доверься старцу, и я подумаю, как ее остановить». Чутянь рассмеялся. «Маркиз Запада сильно мной недоволен, он не прислушается к великому ученому. По крайней мере, у меня есть 100 королевских рыцарей, которые могут тебе помочь», — выкрикнул Цао Баа.
Великий ученый, наша задача. Не забывай, что королевское воззвание гласит, что мы подчиняетесь мне и следуете приказам старца. С прежним достоинством произнес Гоу Цань Цу. Хочешь нарушить королевский приказ? Так ведь президент Чу Тянь нам не враг. Произнес Гоу Цань Цу. У нас не так много времени. Подумав, Чу Тянь кивнул. Ладно, я поверю тебе и отпущу тебя. Немедленно заприте городские ворота и готовьтесь к сражению. Когда Цао Ба отпустили, он достал странную флейту, и в небе эхом отразился пронзительный крик. Примерно через 10 минут в небе раздался протяжный крик, и к центральному городу медленно полетели 100 грифонов. Жители центрального государства были поражены. Это были легендарные грифоны, каждый был демоническим зверем 2-го класса, каждый стоил несколько миллионов золотом. Рыцари грифонов были самой могущественной и загадочной армией страны Южного Лета. Как они могли не поразиться, когда над центральным городом появились рыцари грифонов? Когда городские ворота закрылись, их попросили разойтись по домам, и заволновалась оборонительная армия. В центральном городе произошло нечто серьезное. Глава 1064. Вторгающаяся армия направляется к городу. С обширного озера 4 государств дул ветер, и в поле зрения появились черные знамена. Бум, боевые барабаны звенели, будто гром, небо наполнилось аурой. Казалось, что небо над центральным городом заполнило ледяное давление. Несколько сотен лет центральный город был в безопасности, и все поразились, увидев это зрелище. В доки прибыло несколько сотен кораблей. На огромном флоте было не меньше 100 тысяч солдат, жители центрального государства были в ужасе. Это армия Южного государства. Зачем армия Южного государства прибыла в центральное государство? Не успели жители отреагировать, как корабли стукнулись о берег, и на сушу, словно муравьи, высыпали солдаты. Вскинулись боевые кони, трепетали флаги, а бесчисленные кавалеристы сходили на берег. Порт центрального города мигом захватили, и в центральный город хлынули волны солдат в броне. Разве раньше жители видели подобное? Это была неожиданность. Армия Южного государства появилась внезапно, а центральный город даже не был к этому готов. В центральном городе прогудел рог, и отряды центрального государства приготовились к обороне. На стены выбежали несколько тысяч лучников, указавших на медленно приближающуюся армию Южного государства сверкающими стрелами. «Стойте! Еще один шаг, и мы стреляем!» Армия Южного государства совершенно не обратила внимания на предупреждение солдат центрального государства. Солдаты центрального государства напряглись и покрылись холодным потом. Они не были готовы к такому количеству захватчиков. Если бы они столкнулись лоб в лоб, армия центрального государства даже не сравнилась бы с армией Южного государства. В центральном государстве даже не было большого гарнизона. У многих солдат даже не было боевого опыта, армия Южного государства была совсем другой. Армия Южного государства располагалась на юге страны Южного Лета и обязана была защищать границу. Центральное государство не могло сравниться с ней ни количеством людей, ни боевым опытом. Если вдуматься, надежды на победу даже не было. В этот миг в небе центрального государства пролетел грифон, которого оседлал седовласый старец. Пролетев над отрядами Южного государства, он громко выкрикнул: «Это командир армии, маркиз Запада Шангуаньхун, маркиз Тут». Маркиз Запада ехал на большом южном боевом носороге и был одет в тяжелые доспехи. Увидев Гоу Цань Цу на грифоне, он громко захохотал. Это великий ученый, его превосходительство. «Никогда не думал, что ты опередишь меня». Раз так, помоги маркизу схватить этого злодея-чутеня. Гоу Цань Цу приземлился, пролетев, как бомба, несколько десятков метров. Рыцари Южного государства в беспорядке попятились. Маркиз Запада зашел слишком далеко, приведя половину лучших солдат Южного государства. Центральное государство тоже часть страны Южного Лета. Если ты зажжешь огонь войны в центральном государстве, это породит внутреннюю войну и нарушит законы королевства. Великий ученый не прав. Центральное государство в хаосе, и южное государство тут, чтобы помочь. Как это может быть внутренней войной? Посмотрев на центральный город, маркиз Запада вытащил сверкающий золотой жетон. Не говоря уже о том, что у меня есть жетон совершенного правителя и приказ короля взять Чутеня в плен. Кто посмеет остановить меня и королевские отряды? Гоу Цань Цу заметно нахмурился. Зачем тебе армия, раз у тебя есть королевский приказ? Чутянь высокомерен, он даже покалечил имперского гонца. Покорно этот дикарь не сдастся. Этот злодей сильно изменил центральное государство, и если я не совершу чего-то серьезного, возможно, я не смогу его покарать, праведным тоном произнес маркиз Запада. Ты должен знать, что Чутянь тайно поглотил 3 великие семьи. И если он будет упорно сопротивляться, я прикажу моей армии прорваться. Маркизу Запада не хотелось слушать глупости этого книжного червя. Чутянь покалечил королевского гонца, и это измена. Слушайте мой приказ и цельтесь, загудели рога армии Южного государства. Выстроившись на равнинах, армия готовила осадные орудия, чтобы в любой момент напасть на центральный город.
центральный город медленно накрывало мощным давлением. Жители центрального государства испугались до ужаса. В 8 государствах Южного Лета армия Южного государства была очень известна, Южное государство граничило с южными варварами, и армия Южного государства часто с ними сражалась, поэтому боевых навыков у них было много. Были даже несколько батальонов, состоящих из варваров, и единственный в стране Южного Лета бронетанковый пехотный отряд, южные варвары были для людей родственным видом. Варвары были высокими и сильными, средний их рост достигал 2 метров. У них были черная кожа, мощные мышцы, твердые кости и жестокие повадки. Таковы были характеристики варваров. Даже не будучи культиваторов, варвар был равен солдату на 5 уровне совершенного тела. Если они культивировали, их боевая мощь настолько возрастала, что они становились самой мощной тяжелой пехотой, батальон варваров Маркиз Запада тоже привел. Они действительно готовились напасть на город, Маркиз Запада ждал этого шанса. В конце концов, Чутянь наполовину покалечил Шангуань Джэньфэя, преемника Маркиза Запада. Можно было представить его гнев. В громовом государстве Маркиз Запада хотел убить Чутяня, но никто не ожидал, что Чутянь убьет демона бездны и станет героем громового государства. Власть Маркиза Божественного Ветра и Маркиза Золотой Стрелы не дали Маркизу Запада сделать свой ход. Кто мог подумать, что Чутянь пойдет навстречу смерти? Фактически он покалечил гонца из имперского города. Воспользовавшись моментом, совершенный правитель дал шанс Маркизу Запада. Естественно, Маркиз Запада понимал, что совершенный правитель дал ему шанс отомстить. Что касается армии, пришедшей в центральное государство, то он хотел уничтожить и власть Чутяня, и торговое чудо. Разве король Южного Лета позаботится о безымянных деревенщинах? Маркиз Запада мог убить Чутяня. Сославшись на весомые причины, он мог избавиться от ненависти в душе. Жители центрального города, слушайте внимательно. Выкрикнул Маркиз Запада, подъехав в городу на большом носороге и указав на стены большой кистью. Я, Шангуань Хун, маркиз Южного государства. Сегодня я привел сюда армию Южного государства, чтобы схватить злодея Чутяня. Жители и солдаты города ни в чем не виноваты. Если вы отопрете ворота, то маркиз щедро вас наградит. После этих слов голос маркиза Запада стал жестоким, а если вы посмеете сопротивляться, вас обвинять в преступлении Чутяня. Чиновники центрального государства не смогут избежать ответственности и либо будут изгнаны, если наказание окажется легким, или будут обезглавлены, если наказание окажется тяжелым. Будут замешаны еще и жители центрального государства. Гоу Цаньцу изменился в лице. Маркиз Запада оказался хорош. Перед тем, как напасть на город, применить психологическую атаку, у маркиза Запада был королевский жетон, и его поступки считались верными. 100 000 лучших солдат Южного государства было достаточно, чтобы люди от страха намочили штаны. Армия центрального государства не могла остановить армию Южного государства. Слов маркиза Запада было достаточно, чтобы спровоцировать солдат центрального государства на восстание, а жителей на бунт. Маркизу Запада не пришлось бы даже стараться, чтобы центральное государство поглотил хаос. Никто не хотел бросать вызов королевскому воззванию. Никто не хотел лишиться рыбного пруда. 100 000 солдат в унисон принялись скандировать. Смерть бунтарю Чутяню, громовой рев заполнил небеса, громом взорвался над центральным городом. Шангуань Хун загордился. Маркиза Запада послал король. Неужели деревенщины из центрального государства прежде видели что-то подобное? Маркиз Запада был одним из 8 маркизов, охранял южную границу и обладал авторитетом. Он был намного авторитетнее маркиза Божественного Ветра, который был отшельником, его армия ревела у городских стен, словно пыталась задавить Чутяня морально. Он хотел запугать жителей центрального государства, заставить их паниковать, бояться причастности и захватить Чутяня, чтобы тот понес наказание. Маркиз дает вам 3 минуты. Если за 3 минуты вы не отопрете ворота, то маркиз нападет на город. Если кого-то ранят, так распорядилась судьба. После сражения виноваты в преступлении будете вы все. Подумайте. Подумайте о своих семьях. Вы действительно хотите лишиться семей и погибнуть из-за повстанца? Шангуань Хун брал новые высоты. Не откройте городские ворота. После нападения вы погибнете вместе с центральным городом. Мир всегда принадлежит сильным. И даже если бы он нанес центральному городу серьезный урон, никто с ним ничего бы не сделал. Во-первых, Шангуань Хун был одним из 8 маркизов. Во-вторых, его поддерживали 3 правителя. В-третьих, Шангуань Хун выполнял королевский приказ. Жестокая бойня была ничем. Несколько секунд центральный город молча, а потом раздалась волна голосов. Чутянь невиновен, рев центрального города прозвучал еще отчетливее, чем у 100 000 солдат Южного государства, и армию Южного государства накрыли волны давления. Это был рев миллионов жителей центрального города. 100 000 солдат Южного государства были ничем. Перед лицом миллионов жителей центрального города они были мусором. Это маркиз Запада и армия Южного государства были поражены.
Они не только не испугали центральный город, но и толкнули его жителей на бунт. Мы до самой смерти будем защищать центральное государство. Мы до самой смерти будем защищать центральное государство, псы южного государства. Проваливайте из центрального государства. Голоса стали сильнее, некоторые даже схватили громкоговорители. И вал голосов совершенно подавил армию южного государства. Это понимали даже самые безмозглые солдаты. Солдаты и жители вместе противостояли угрозе. Если они действительно будут сражаться, армия южного государства может и не победить. Что ты скажешь на это, раз так считают мирные жители? Сказал Гоу Цаньцу, взволнованно вздохнув. Маркиз Запада, ты должен отозвать армию. Прекрасный повстанец Чутянь. Он купил души людей, он может лишь бунтовать. Процедил сквозь зубы маркиз Запада. Я не могу этого допустить. Слушайте мой приказ, готовьтесь к атаке на город, маркиз Запада. Над городскими воротами появился юноша, кричащий в громкоговоритель. Ты действительно могущественный. Ты натравил свою армию на такого маленького человека, как я. Я не на шутку трону. И ты, Чутянь, посмел выйти. Маркиз Запада обратился к Гоу Цаньцу, что стоял рядом с ним. Великий ученый, вот и Чутянь, чего ты ждешь? Немедленно прикажи королевским рыцарям, чтобы они его схватили, как-никак, центральный город был столицей. Прорваться в него было непросто. Но рыцари Грифона могли полностью изменить ситуацию. Рыцари Грифонов были военно-воздушным подразделением, поэтому легко могли открыть городские ворота. «Ты что делаешь, великий ученый?» Сердито спросил Шангуаньхун, маркиз Запада. «Ты можешь пойти против этого повстанца. Великий ученый покрывает повстанца. Сволочь! Ты хоть понимаешь, что делаешь?» Взревел Гоу Цаньцу, и вена у него на лбу набухла. «Что ты понимаешь, пустоголовый идиот? Отзови свои войска ради меня. Иначе не вини меня, Гоу Цаньцу, в невежливости. Остальные боятся совершенного правителя, но старец не боится». Глава 265. Штурм города. Поражены были и армия центрального государства, и армия южного государства. На глазах у сотни тысяч солдат армии южного государства великий ученый ругал маркиза Запада. Никто не ожидал увидеть такую сцену. 8 маркизов были столпами, поддерживающими страну Южного Лета. Гоу Цаньцу был лучшим ученым страны Южного Лета. Эти двое были могущественнейшими людьми страны Южного Лета, а теперь они спорили, и великий ученый совсем не уважал маркиза Запада. Он даже назвал маркиза Запада идиотом, страна Южного Лета содрогнулась. Маркиз Запада был не простым маркизом, а маркизом из семьи Шангуань. Гоу Цаньцу был необычным ученым. У него не было ни титула, ни королевской крови, однако он был великим ученым страны Южного Лета, первым министром семьи Дунфан и лучшим ученым. Среди ученых он был глыбой, и даже если бы у него не было мощи, он оказывал такое влияние, на которое не был способен ни один дворянин. У Гоу Цаньцу не было титула, но он был равен всем 8 маркизам. Если Гоу Цаньцу публично хвалил человека, тот становился знаменитым на всю страну. Он становился гостем у бесчисленных дворян и несметных ученых. Если он кого-то публично осуждал, все ученые в мире переставали его уважать, и выжить ему становилось тяжело. Таким было влияние великого ученого, он оскорбил маркиза Запада на виду у всех этих людей, и если это распространится, маркиз Запада уже никогда не сможет поднять голову. Этот мудрый лидер шел против обычаев. Его слова были сильнее 100-тысячной армии. Его должны были уважать даже 3 великие семьи. Ладно. Маркиз Запада, Шангуаньхун, никогда раньше не сталкивался с таким отношением, само собой, был вне себя. Я напрасно считал тебя великим ученым и уважал тебя. На самом деле ты пользуешься почетом великого ученого страны Южного Лета, чтобы восстать против короля Южного Лета, королевских приказов и поддержать повстанцев. Думаешь, никто не может пойти против тебя, раз ты великий ученый? У маркиза Запада есть лишь королевский приказ, который он неверно истолковал и привел в центральное государство армию, наплевав на несколько миллионов жителей. Ты позоришь королевский приказ, 3 великие семьи и разочаровываешь жителей страны Южного Лета. Если центральный город рухнет, а жители пострадают, центральное государство охватит хаос. Ты возьмешь на себя ответственность за хаос. У тебя есть лишь королевский приказ, но я бы стоял до конца, даже столкнувшись с королем Южного Лета. А как еще относиться к мятежнику, погрузившему страну в хаос? Великий ученый слишком серьезен. Ты снова и снова говоришь про мятеж. Утверждаешь, что Чутянь изменник, но есть ли у тебя доказательства? Он свысока смотрит на королевскую семью, он тяжело ранил особого гонца. Какие еще нужны доказательства? Никаких доказательств нет, есть лишь твоя личная обида. Тебе не стыдно за то, что ты втянут такую большую армию? Сердито ревел Гоу Цаньцу, пенясь гневом.
Солдаты страны Южного Лета должны истекать кровью на поле боя, где сражаются с заграничной угрозой. Здесь находится центральное государство, заполненное миллионами жителей и солдат нашей страны. Это были очень весомые слова. Довольный, Чутянь наблюдал за ними с городских стен. Великий ученый и маркиз Запада отвешивали друг друга пощечины, редко можно было увидеть подобное. Мэн Цин удивилась до глубины души. Она не понимала, почему знаменитый великий ученый так поддерживает Чутяня. Мэн Ин с улыбкой произнесла: «Старый дедушка так хорош в споре, Гоу Цань Цу самый известный в нашей стране», со смешком произнес Юнь Тяньхэ, погладив бороду. Такие дискуссии — основной навык ученого. Великий ученый ругал маркиза Запада, нанося все новые и новые удары. От гнева маркиз был на грани сумасшествия. Абсурд. Это Чутянь погрузил страну в хаос. Я знаю лишь то, что когда центральное государство попало в руки Чутяня, бедные смогли зарабатывать средства к существованию, а купцы лишь выиграли. Граждане живут богато и процветают, а богатые живут еще лучше. А маркиз Запада приходит в центральное государство, намереваясь погрузить его в хаос, нарушить мир, принести беду и пролить реки крови. Великий ученый даже не думал, что говорит, слова его были острыми, словно ножи. «Давай, скажи, кто погрузил страну в хаос?» Маркиз Запада потерял терпение. Он понял, что не может конкурировать с великим ученым, и взревел: «Ради Чутяня великий ученый готов пойти против семьи Шангуань». Один волос на голове Чутяня в 1000 раз дороже этого пустого маркиза. Гоу Цань Цу вел себя очень напористо. Можно было и не обсуждать. Он был на стороне Чутяня. Наконец-то Гоу Цань Цу понял власть торгового чуда. Одна компания могла изменить королевство и даже повлиять на континент. Одно это значило, что уничтожать торговое чудо нельзя. Еще больше Гоу Цань Цу удивило, что Чутянь, основатель торгового чуда, решил звериный кризис в государстве Цин. А новости сообщили ему, что Чутянь спас не только государство Цин, но и громовое государство. Ценность этого человека нельзя было измерить. Его знаний было достаточно, чтобы изменить целый континент. Глупый маркиз Запада постоянно называет его мятежником. Неужели он не понимает, насколько это опасно? Что ждет страну Южного Лета, если Чутянь действительно восстанет? Убивать его? Они не только заплатили бы большую цену, мир еще и потерял бы талант, посланный небом. Страна Южного Лета потеряет истинного мастера. Не убивать его. Если Чутянь выступит против страны Южного Лета, последствия будут катастрофическими. Судя по мнению жителей центрального государства, Чутянь вполне мог разжечь мятеж. Даже если центральное государство не победит, Чутянь успеет сбежать. Всего за несколько лет он сможет уничтожить страну Южного Лета. Чтобы избежать этого, Гоу Цань Цу без колебаний разорвал отношения с маркизом Запада. Гоу Цань Цу был великим ученым королевства. У него не было титулов, но он все еще представлял страну Южного Лета. И самое меньшее, что он мог сделать, так это не злить Чутяня. У маркиза нет времени с тобой спорить, вот королевский приказ. Маркиз Запада, Шангуань Хун, высоко поднял жетон. Слушайте мой приказ, начинайте атаковать город. Убейте мятежника Чутяня. Любой, кто попытается нас остановить, тоже виновен в мятеже. Шангуань Хун с готовностью пошел наперекор. Разве это не оскорбление великого ученого? Оскорбив великого ученого, он лишь навлек на себя гнев семьи Шангуань. Если они отступят, испугавшись великого ученого, где будет их честь? Он достиг момента, когда оставалось лишь скрыть позор. Атакуйте город. Атакуйте город. Взмахнул Шангуань Хун знаменем командира. Кругом забили барабаны, взревели, словно огромные звери, горны. Тяжелая пехота южного государства выстроилась по двое, готовые устремиться к центральному городу. Отлично. Гоу Цань Цу подпрыгнул, оседлал Грифона и полетел в центральный город. Давайте сражаться. Рыцари Грифона, приказываю стоять насмерть и защищать город, лихо уродливо искривился. Командир, но ведь королевские рыцари колебались. С одной стороны был маркиз Запада, которого поддерживал совершенный правитель, с другой — великий ученый страны Южного Лета Гоу Цань Цу. Ни одного из них нельзя было оскорблять. Вы не слышали приказ? Сжал кулаки Цао Баа. Идите и защищайте центральный город. Цао Баа, лидер королевских рыцарей, жил в имперском городе и понимал, что за человек великий ученый. Для странного поведения великого ученого были свои причины, и Цао Баа, хоть он и не знал, почему великий ученый без колебаний оскорбил семью Шангуань, не мог ничего поделать. Во-первых, королевское воззвание велело королевским рыцарям следовать за Гоу Цань Цу. Во-вторых, Гоу Цань Цу поддерживала семья Дунфан. Он был не только великим ученым страны Южного Лета, но и первым министром семьи Дунфан. Королевские рыцари поклялись в верность королевской семье, семье Шангуань. Может ли Цао Баа пойти против первого министра и помочь семье Шангуань? В семье Дунфан у Гоу Цань Цу был высокий статус, и если он выйдет из себя, то проиграет семья Дунфан. 3 великих семьи соревновались друг с другом, так что это лишь обрадует семью Шангуань и семью Наньгун. Разве король Южного Лета простит им потерю Гоу Цань Цу?
Раз они должны были кого-то оскорбить, и выбрать нужно было кого-то одного, они предпочли оскорбить маркиза Запада. Тяжело шагая, пехота продвигалась к городским воротам центрального города. Это был отряд, сформированный из варваров, а все варвары обладали силой, которая превосходила силу обычных воинов, так что ворота не могли задержать их надолго. Убить 100 рыцарей Грифонов взмыли в воздух, и мир сотряс пронзительный крик. Рыцари Грифонов. Решительно взмахнул флагом маркиз Запада. Батальон Божественной Стрелы, стреляйте! Со звуком натянулись луки армии Южного государства, во все стороны хлынула духовная энергия. Это было похоже на рой саранчи. Это было похоже на темную тучу. Зрелище было потрясающее. Быстро передайте мой приказ. Слегка изменился в лице Чутянь. Пусть жители расходятся по домам и прячутся в подвалах. Они не могут выйти, пока не закончится сражение. Война неизбежно началась, армия Южного государства была слишком сильной. Хоть у них и были рыцари Грифонов, возглавляемые великим ученым, битва будет кровопролитной. Защищайте центральный город. Грифон Цаобаа нырнул вниз, и за ним, в густую массу стрел, последовали остальные королевские рыцари. Грифон издал протяжный крик. Крылья его создавали порыв ветра, который образовывал защитный слой, и большая часть стрел отклонялась. Без единой раны королевские рыцари преодолели дождь стрел и кинулись в толпу тяжелой пехоты. Посмотрим, сколько волн вы сможете заблокировать. Хладнокровно фыркнул маркиз Запада. Продолжайте стрелять. 2-й и 3-й батальон, идите в стороны и прикройте штурмовую группу, боевые барабаны забили громче. Армия Южного государства готовилась показать истинную мощь. Это была лучшая команда из 100 тысяч солдат. Обычно центральному государству не угрожала опасность, поэтому солдат там было не так много. К тому же, армия Южного государства напала на центральный город внезапно, и центральный город не мог призвать подкрепление. Им суждено было сразиться в тяжелой битве.